А сколько оттенков красного, знаете вы? Попробуй перечислить свои. Алый, розовый, пурпурный, бордовый, каштановый, вишневый, ой, в ботанике их вообще много, малиновый, клубничный, земляничный, брусничный, калиновый, гранатовый, томатный, цвет красной фасоли, кожуры редиски, мякоть арбуза. Стоп, хватит, прекрати! Боже, как же я хочу арбуз. Впрочем, чего это начал с конца? Давайте сначала. Я спросил Google Maps, какой маршрут короче, и ответил Google Maps. Маршрут построен. Никогда, слышите, я больше никогда в жизни не буду доверять Google Maps. Идеальный по меркам сидящих в офисе Google программистов веломаршрут пролегает через сотни километров кактусов и колючек без единого источника питьевой воды. Но и отсутствие оказалось не таким страшным по сравнению с неожиданным присутствием. На самом верху перевала на меня, как снег на голову, обрушился град. Хотя почему как? Для полного счастья не хватало только проносящегося мимо столба торнадо. Последствия того града. И так по всему телу. Уж прогноз погоды они бы точно могли заложить в маршрут. А что касается дороги вниз, то она оказалась вовсе не дорогой, а узкой тропинкой, петляющей по лесу, полным диких зверей. Ну а в качестве финишной ленточки меня ждал металлический забор. Дорога по ту сторону оказалась и вовсе закрытой. Забыв про существование интернета, я открыла печатную карту и стала прокладывать дальнейший маршрут по ней. Жара. Случайным образом, нырнув в один каньон, я за целые сутки не обнаружила ни единой человеческой души. Но около 2000 лет назад они здесь однозначно были. Это же прям какие-то сканворды. Но очередная буря не заставила себя долго ждать. Сухое русло широченной реки стало на глазах наполняться водой, и один из ее притоков мне пришлось брать себе. Надеюсь, это дорога. Черт! Блин, тут был размытый грунт. О, господи! Ёлки! Еще больше!
еще никогда не просыпалась на яхте в порту. И не в каком-нибудь Авейро. Да-да, я не сошла с ума. Просто накануне вечером началась настоящая песчаная буря. И единственным убежищем оказался этот музейный аэропорт, смотритель которого и разрешил переночевать на своей старой яхте. Полтора часа назад я проехала последнюю заправку и заправилась по самые уши. Итак, 2, 3,5, 5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10 300, 11 100, 11 700, 12 700, 13 700, 14 700, 14 900, 15 200. Впереди 3 дня. Время 5 утра. Пора в путь. Не на очередной 6-тысячник, конечно, но впереди 20-километровая прогулка по пустыне. Пока снаружи 15 градусов. Сейчас бы вишенку сравнить. Тут даже деревья из камня. Да ладно, это же настоящий след динозавра. По-моему, до меня тут только динозавры и ходили. А может, и сейчас ходят. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Эх, свечка не горит. Дорогая мамочка, я знаю, как ты сильно переживаешь и волнуешься за меня. Но каждый год на твой день рождения выпадает просто кульминация моего похода. И этот год не исключение. Я все еще где-то в Юте, а может быть уже в Аризоне. Ты не переживай, у меня все хорошо. У меня для тебя есть сюрприз. Настоящая американская булочка.
Да нет же, не это! Вот это! Я в самом сердце Америки! Или в желудке! Но эта поздравительная открытка мне едва не обошлась в 280 баксов. Увидев с холма человеческую тропу, обратной дорогой я решила идти именно по ней и, конечно же, встретила рейнджеров. Оказалось, что свободное посещение этого места находится под строжайшим запретом. И более того, билет сюда нельзя купить, его можно только выиграть в лотерею. А я просто прогулялась по пустыне, придя сюда с другой стороны. Спустя полчаса эмоциональных рассказов, подкрепленных фотографиями и видео с камеры, рейнджер не только рвет штрафную квитанцию, но и вручает мне дневной запас воды со словами: «Ты заслужила, ты идеальная дочка». Мам, ты ведь тоже так считаешь? Забралась в самую глушь, причем уже совсем на сликах. И это вам не велодорожка в парке. Это очередной перевал высотой 2030 метров. Я проехала 119 километров за один день. У меня такого еще никогда не было. А ведь если так подумать, не будь этого испепеляющего солнца, сбивающего с ног ветра и сносящей все на своем пути воды, мы бы никогда не узнали, что скрывается под этой толщей песка, и это место превратилось бы в забытый всеми уголок земли. О, кажется, дождь собирается. Мастер снова берется за дело. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la.